В мраморном холле отеля Гранд Пилесиан пахло свежими орхидеями, дорогим парфюмом и деньгами. Люди в вечерних нарядах неторопливо проходили в зал, освещенный хрустальными люстрами. В центре внимания, как всегда, была Кэтрин Уэстли, юная наследница состояния Уэстли Траст. Девушка в изящном черном платье сидела в инвалидной коляске, обитой белой кожей. Позвоночная травма, полученная в результате аварии на личном вертолете, приковала ее к креслу. Кэтрин, несмотря на свою молодость, уже успела прославиться холодным нравом, острым умом и пронзительной насмешкой, с которой она смотрела на всех, кто не соответствовал ее стандартам. У входа в отель ее внимание привлек странный силуэт девочка, босая, в поношенном платье, с огромными глазами и спутанными волосами. Ее никто не остановил, она словно растворилась в толпе. Подойдя ближе, она взглянула на Кэтрин и произнесла тихо, почти шепотом: «Я могу заставить тебя идти». Кэтрин рассмеялась. Смех был звонким, чистым, но полным презрения. Гости вокруг рассматривали эту сцену с интересом и скрытой неловкостью. Кто-то снял происходящее на телефон, рассчитывая на вирусный скандал. Но затем произошло нечто невероятное. Девочка не отступила. Она встала на колени перед Кэтрин, протянула ладонь и коснулась ее ноги аккуратно, как будто извиняясь. В тот же миг воздух будто изменился, в зале стало тихо, как перед бурей. Люди перестали шептаться. Музыка смолкла сама по себе. Тело Кэтрин дернулось. Она резко вдохнула, будто не дышала до этого. Пальцы на ногах дрогнули. Сначала один, потом другой. Это заметили не сразу. Но она заметила, и ее лицо изменилось. Сначала удивление, потом страх, потом надежда. Она положила руки на подлокотники кресла, сделала усилие и поднялась. Ноги держали ее неловко, как чужие. Колени подгибались, спина дрожала. Но она стояла и сделала шаг. В зале ни звука. Никто не понимал, что произошло. Девочки уже не было, словно растворилась. Исчезла в толпе или в воздухе, никто не видел, куда она пошла. Кэтрин смотрела на свои ноги, потом на пустое место перед собой. Смех больше не звучал, только тишина и ощущение чуда, которое никто не мог объяснить. С тех пор Кэтрин Уэстли исчезла из светской хроники, продала долю в бизнесе, открыла клиники восстановления и реабилитации по всему миру. Но имя той девочки она не узнала и ни разу больше не смеялась так, как тогда. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.